конечно, альбом классный. Я его сегодня еще раз прослушала утром на прогулке. Но вообще, почему Smooth Plane? На самом деле я точно уже не помню, это было давно. Но просто когда мы играли первый раз эту композицию как раз с Еленой и Шерри, мы играли дома, я взял MPC, и мы записали бит. И Шерри придумал эту мелодию, и мы начали играть совместно эту штуку. И было ощущение именно равнины. Ну и, конечно же, гладкой. Соответственно, была мысль «гладкая равнина». Потом я узнал, что есть другие переводы, и они тоже очень близки к тому, что мы делаем. Это твой первый альбом, правильно понимаю? Из официальных, да, первый. Окей, поздравляю. Ну, это вообще, конечно, большое достижение. Я поправить хочу. Это значит, что мы изначально выпускали MP3 альбома. Ага. Сразу было там 20 концертов, и вот м, было много таких альбомов. А еще у нас был DVD-диск, тоже достаточно давно, но именно как альбом, который вышел на площадках, который можно везде послушать, это первый. Это прям круто, круто. Нет, альбом очень поднимает настроение, он очень, очень классный. И сразу хотелось бы спросить, вообще, что тебе самому больше всего нравится в этом альбоме? Может быть, это какая-то композиция или какая-то часть? Что-то есть такое? Мне нравится, как реагируют люди. Наверное, это намного важнее, чем как мне музыка на этом альбоме, потому что бы я ни записал, проходит неделя-две, и мне уже хочется это переписать заново. И, конечно же, время проходит, хочется все переделать. Э, И мне нравится атмосфера альбома. То есть каждая композиция создает такое настроение, которое переводит к следующему настроению плавно, и количество жанров. Звучит альбом необычно. То есть я сам такого не слышал. Но жанров там действительно очень много, да, то есть там получается, что прямо и блюз, и джаз, и какая-то классическая такая, когда я прослушивала композицию, у меня возникло ощущение, что я прямо слушаю, знаешь, вот Bohemian Rhapsody от Queen в какой-то Мгм. степени, потому что очень много такого вот ряд вариаций жанров, да. Мгм. На самом деле это один жанр, это харп-хоп. Окей. Харп-хоп — это вот, наверное, 10, 13, 14, 15, наверное, лет назад мы играли на сцене, играли композицию «Need My Baby» Биг Уолтера Хортона. И я повернулся и сказал барабанщику: «Давай играть хип-хоп». Он начал играть хип-хоп на блюз, все переключились, и я продолжил также петь и играть, и у нас получилась музыка как бы блюз на э, хип-хоп на блюз. И таким образом появился харп-хоп. И потом мы стали вот сочинять, уже миксовать другие жанры. Ты Как не бы собственный жанр, в котором мы играем. Важно, что харп-хоп — это грувовая музыка и губная гармошка. Ну, а что вообще вдохновило, на написание альбома? Я бы сказал, что вдохновило меня играть музыку вообще в жизни. И вот этот путь, он привел к этому альбому. А вдохновил, наверное, Пэра Джо. Это сербский губной гармонист. И первый раз, когда я его услышал, мне было лет, наверное, 16, и я очень удивился тому, что такое возможно вообще делать на таком инструменте. И я захотел просто научиться хотя бы какую-нибудь мелодию играть. И спустя 2-3 года я уже играл на сцене. Ну, я занимался каждый день по 5 часов, бывало больше. И просто вот хотелось научиться. Я не думал, что я буду играть, и вообще когда-нибудь даже альбом выйдет, не говоря уже о том, что преподавать музыку или вокал. А почему губная гармошка? Да, это достаточно очень необычный инструмент, то есть его в музыкальной школе обычно ему не обучают. Да, на самом деле школ нету, просто нету. Есть люди, индивидуально преподают, и есть школы, такие как бы индивидуальный человек выпустил аудиошколу, и по ней можно научиться. Но губная гармошка — такой инструмент, если ты желаешь сильно научиться, то научиться достаточно просто. Главное заниматься. Каждый день и по много. Чем больше, тем быстрее будет результат, как в любом деле на самом деле. А поскольку ты занимаешься сейчас? Я на губной гармошке вообще не играю, уже, наверное, лет 7. Я занимаюсь каждый день на фортепиано, на гитаре, на басу, по возможности. Чем больше, тем лучше. И сейчас вот последний год я занимаюсь по школе Гера Мамаева. И эта школа мне дает то, чего никогда не было: восприятие музыки. Эм, Ухо по-другому стало слышать музыку. Наверное, как-то так. А именно на губной гармошке я снимал губных гармонистов. То есть не так много великих, и как Литл Уолтер, Сонни Бой Вильямсон. И
Сам путь был, слушая их и пытаясь повторить. И доходило до того, чтобы прям повторить настолько так же, чтобы призвуки слюней были такие же. Вот, поэтому сам путь был через блюз. А потом я много любил слушать другой музыки, минимум харп-хоп, хотел сказать, хип-хоп. Э, И играл тоже с ребятами такую музыку много, но корни все равно из блюза. А за сколько времени, допустим, ну, я, который человек, у меня есть и музыкальное образование, допустим, да, там музыкальная школа, традиционная, классическая, аккордеон, пиано. Вот, за сколько времени я могу научиться играть на губной гармошке? Обычно говорю, это плохо, если есть музыкальное образование. На губной гармошке сложнее будет научиться, лучше с нуля. Это давно Если уже было, это уже было тоже, это уже это хорошо, когда забывается, пусть оно остается где-то на подкорке. Но вообще, я думаю, надо просто говорить либо мы про коммерцию, либо мы про душу. Потому что если про коммерцию, можно за 2 месяца научить играть. И будет человек играть намного лучше, чем он играл в этот момент. Но если говорить про душу, чтобы э, запеть на инструменте, своим внутренним каким-то голосом начать уже рисовать в воздухе ноты, это, ну, минимум полгода, я думаю, если губная гармошка и каждый день. Тогда можно словить то ощущение, когда вы играете музыку и попадаете в какое-то пространство, где время останавливается. И вот именно это дает возможность потом в будущем заниматься больше и ждать этого момента, чтобы он настал снова. А как часто у тебя возникает этот момент? Я вообще считаю, что если музыкант играет музыку, у него обязательно должны быть такие моменты. Если таких моментов нет, то нужно менять профессию. Я вот с учениками занимаюсь, когда я всегда всех направляю на это. Соответственно, мы можем заниматься вокалом, мы можем заниматься губной гармошкой. И в какой-то момент я скажу, давай заниматься на бас-гитаре. Мы вот найдем там какой-то грув, и это даст намного больше здесь. То есть это, в общем, целое развитие, просто развитие как человека. Не обязательно важен какой-то инструмент. То есть если человек эрудированный, он любит математику, глобально как бы любит в ней разбираться, то он достаточно быстро разбирается в музыке и начинает играть для души. Чтобы выйти на уровень профессионала, но на это надо потратить, я думаю, на гармошке губной 3, 4, 5 лет. От 3 до 5. Мгм. Это ежедневные занятия? Да, конечно. Тут должно быть привыкание к инструменту, чтобы мы начали его чувствовать как наш м, орган, то есть с ним срастись. А сколько в день, ну, ты бы, например, ты рекомендуешь заниматься ученикам? Чем больше, тем лучше. В начале, когда вы начинаете, много не надо играть, чтобы не зажиматься, чтобы расслаблять горло, чтобы расслаблять губы, чтобы расслаблять руки. Поэтому нужно заниматься там 15 минут перерыв, 15 минут перерыв, 15 минут перерыв. И чем больше, тем лучше. Но в будущем, когда человек уже чувствует, где он зажимается, где он передавливает, то уже можно заниматься намного больше, потому что он сбрасывает это ощущение. Это очень важно для музыки расслабленно играть. На любом инструменте, неважно, это фортепиано, гитара, вокал. Что тебе вообще больше всего нравится? Исполнять или больше преподавать? Что тебе ближе? Или сочинять? Это вообще сложно сказать. Не сказал бы, что я люблю сочинять, и не сказал бы, что люблю преподавать. Просто у меня это получается, и я вижу результаты. Я преподавал в Академии Матвиенко, пока карантина не было. Мгм. И там была фраза такая. Я ее сказал, потом за меня ее повторили. У меня есть результаты, и поэтому я не могу остановиться. Обычно результаты дают возможность дальше прогрессировать и развиваться. Эм, И, конечно же, я хотел бы выступать, играть концерты и показывать людям. Это другая энергия. Это когда мы на сцене с музыкантами и попадаем вот как раз в это состояние, когда время останавливается, и все получают энергию. И, соответственно, я тоже, если зрители благодарны, энергия переходит, и эту энергию нигде нельзя получить. В преподавании это совсем все по-другому. Там результаты учеников. Там ты видишь, как человек растет, получается, не получается, и от этого у тебя идет развитие.
Сочинительство мне вообще не подвластно, я не представляю, что это. То есть эту музыку я написал давно, новую я тоже пишу, но достаточно редко. И я бы сказал, когда пишется, тогда пишу. Но не всегда пишется. Конечно, вот однозначно талант, у всех по-разному получается, да, люди, твои ученики, которые уходят от тебя или, ну, которые в жизни переплетаются, да, и, может быть, через какой-то момент времени ты следишь за их творчеством, за их карьерой или вообще деятельностью. Чем они потом обычно занимаются? Они исполняют, они преподают, или это просто как любительский, как получается, как инструмент для саморазвития у них музыка? Это очень обширный вопрос. Эм, Я понимаю. У каждого ученика своя судьба, каждый занимается совсем другим, чем кто-то другой. И знаю точно, что музыка дает очень много для жизни. То есть если заниматься музыкой, то развивается интуиция. Я вообще считаю, что музыка — это единственный способ развития интуиции. Так вот, чтобы взять и позаниматься. Именно импровизация. Ну, вообще глобально музыка, из нее выйдет импровизация. Ну и, соответственно, когда мы занимаемся вокалом, это меняется не только голос, но и жизнь человека. Он говорит по-другому, у него становится убедительный голос, его люди по-другому воспринимают в обществе. И, конечно же, это меняется все. Если даже человек потом не поет, то он уже другой. Он по-другому даже думает. Сами идеи становятся другими. Вот мне музыка помогает находить даже другие идеи. Если я много занимаюсь музыкой, меняется сознание. Вернуться к как Пожалуйста. можно быстро научиться, да, на губной гармошке играть. Окей. Можно быстро научиться намного быстрее, чем вот можно подумать, допустим, за 2-3 месяца. В общем, можно научиться, чтобы уже что-то играть. И вы сами слышали отличие от того, что было, занимаясь по школе губной гармошки, которая скоро выйдет. Я вот записал в прошлый карантин школу губной гармошки, и сам это отсматриваю и удивляюсь, что кто же это сделал. Мои ученики шутят, говорят, что можно губную гармошку положить перед экраном, включить эту школу, уйти, вернуться. Эту губную гармошку берешь, и уже она Она сама уже по себе сама играет. играет. Да, она сама по себе играет. Да, как скатерть-самобранка, да? Окей. Как музыка, в частности, и вообще искусство в целом, да, может помогать человеку? Вот ты говоришь, что да, это хороший инструмент для развития интуиции, например, для саморазвития, для там, личностного роста, духовного роста, да, то есть в разных апостасях. А Ну, вот конкретно для тебя в твоей жизни, да, конечно, ты музыкант профессиональный, это уже немножко другой уровень, но как помогла тебе музыка, может быть, тебе личностно? Я вот задумался сначала о другом совсем, и, наверное, на это отвечу, а потом опять вернемся к этому вопросу. По поводу того, что как музыка помогает, мы можем взять частный случай, как внутреннее время. Эм, Это то ощущение, мы можем много заниматься музыкой и прям вот тратить время на это, на фортепиано, допустим, не занимаясь ритмом, у вас будет прокачиваться внутреннее время. Вы играете под метроном, вы занимаетесь. Но если вы возьмете, начнете заниматься канаколом по вот Гериной школе, я у него это узнал, то просто ты начинаешь чувствовать время совсем по-другому. Ты останавливаешь время, ты учишься останавливать время во время занятий. А это для каждого человека сейчас очень важно. Все сидят в своих телефонах. Они даже когда отдыхают, они берут телефон в руку. Это не отдых. А если мы занимаемся канаколом, то мы просто слушаем метроном, хлопаем в ладоши и напрягаем мозг. И это очень полезно для человека, как для психики, так же и для мозгов, для новых связей. Нейронных связей, наверное. Да, нейронных связей, да. Накол, что И это такое? Объясни, пожалуйста, чтобы и я, канакол, и другие поняли, кто не да, знает. канакол — это индокитайская школа изучения ритма. У нас нет теории ритма в России, да и в мире, в общем, тоже. В Беркли преподают канакол, но адаптированный. А вот именно изначальный канакол, допустим, вот Карнатик, то, что преподает Гера Мамаев, э, узнать о нем можно только в Индии. Соответственно, по этой системе с детства занимались и индусы, и африканцы, поэтому у них всегда хорошее время.
они чувствуют музыку по-другому. Не потому что они другого цвета, а потому что у них изначально было обучение с детства. Они ощущали ритм по-другому. И поэтому у них это на исходе они идеальные музыканты. Потому что в музыке время очень важно. И, соответственно, вот Гера рассказывает именно Карнатик. И даже вот занятия там проходят 2, 3, 4 часа. То есть, ну, набираем, там, неделя прошла, там, 8 часов ты позанимался. Ты начинаешь ощущать себя по-другому. Спокойствие появляется. Появляется какая-то уверенность, потому что ты доходишь до каких-то моментов, которые сначала осознаешь мозгом, а воспроизвести не можешь. А потом, немного позанимаясь, у тебя это получается, и кажется, что это уже не так сложно, потому что мозг все принимает как должное, как будто он это уже давно знал. На этом же основывается и вокал тоже. Немножко сумбурно, но я постарался. Да, ну, это, конечно, много, скажем так, информации для for processing, как говорится, э, Мы приходим но обратно к но мне, тому, да, как... но мне очень понравилось, что ты вот это именно, потому что у меня, например, всегда был вопрос, почему, афроамериканцы, да, настолько хорошо, ну, вот они просто прирожденные, они просто вот выйдут и прочитают рэп просто вот на один, да, у них получается очень органично, и вот да, вот это ты это уже объяснила вот за счет вот этого канакола, да, получается, ну, или этой Да, системы обучения, просто когда правильная система обучения. Если правильно обучаться, ты быстро понимаешь знания. А если заковыристо изучать все, то ты очень долго будешь идти к цели. И навряд ли за эти там 80 лет, 90, которые даются человеку, успеешь прийти к тому, что ты начнешь петь через инструмент. Мне просто повезло благодаря губной гармошке. Здесь меньше вариаций, чем на фортепиано, допустим. Вот, а если бы я выбрал первый инструмент фортепиано, думаю, я был бы неталантливым, потому что и знаний не было. Я это узнал вот год назад только, систему, по которой учит Гера. А до этого как вот обучиться? В музыкальную школу пойти? Там не научат. вернемся к ритмам, да, вот ты говоришь, да, система обучения, только у меня вопрос, а как же, ну, большинство музыкантов, по крайней мере, особенно если мы говорим, да, вот таких самоучек, ну, как они это обучают? Они что, в школу идут? Где они находят эту У систему нас, у обучения? нас нету вообще обучения ритма, у Да. нас никто не знает об этом. Это только в Индии и в Африке. У нас эти знания вот только появились вот благодаря Гере. Так-то я бы об этом и не знал. А у нас обучают просто, что есть целые, половинки, четвертные, и все. 16, да. А вы используете как хотите. Но вообще всю жизнь я думал, что можно все снять на слух. Как я научился на гармошке, так же и на фортепиано. Конечно, можно. По 10 часов заниматься каждый день, снимать все на слух. Конечно же, ты и слух развиваешь, и технику, и внутреннее время, все развиваешь. И можно как бы и канаколом не заниматься. Я когда узнал канакол, я уже на губной гармошке играл такие штуки, которые возродили во мне вот это ощущение времени и полиритмов. Просто я их выучивал, именно снимал на слух, а потом по-своему играл. Поэтому у меня был набор. Мне стало легко заниматься канаколом, как бы и интерес я видел в этом. К вопросу о слухе. Это очень интересно, потому что, конечно, у музыкантов слух особенный, потому что, соответственно, и развиваете этот инструмент, этот, да, орган особенно часто, ежедневно. Но, как, может быть, твой слух, или ты замечаешь, или другие тебе говорят, как твой слух отличается от слуха, ну, обыкновенного человека, который не занимается музыкой? У меня вообще слуха нету. Вот Я так как вот бы... тоже. Я слышу, я иногда могу не в той тональности начать играть, но потом я поймаю момент, когда вот, я бы сказал, это как м, кураж. Мгм. На кураже уже ты начинаешь делать все по-другому. Слух развивается, я стал по-другому все слышать, конечно же. Это просто тренировка. То есть у любого человека слух прекрасный. Просто если его тренировать, то он станет еще лучше. А привязать к своему слуху нужный, ну, инструмент, мелодии, которые ты хочешь использовать на своем инструменте, неважно каком, это просто занятие, мышечная память. То, что вы можете спеть, то вы можете и сыграть. Мгм. И наоборот никак. То, что вы можете сыграть, вы можете петь, соответственно. Какие у тебя источники вот вдохновения вообще? То есть, ну, ты говоришь, что да, это обучение, да, это вот школа Гера Мамаева.
Что еще тебя вдохновляет? Ну вот мы сейчас общаемся, и у меня настроение улучшилось. После эфира я позанимаюсь еще музыкой. И на самом деле раньше путешествия. Сейчас попутешествовать сложнее, а вот путешествие для меня все. Особенно игра, выступление, общение, оно все очень близко с другими людьми других стран. Туда приезжаешь, там другое время. Я могу пример привести, как вот то же самое. Там я съездил в Швейцарию, вернулся в Москву. Приехав в Швейцарию, я играю музыку совсем по-другому. И приехав из Москвы в Швейцарию с одним временем и вернувшись обратно с другим временем тем. То есть я приезжаю в Москву, начинаю играть концерт, люди удивляются, и я сам чувствую, что я другой. Я по-другому себя чувствую. Время проходит, 2 недели в Москве, ты уже опять становишься чуть более уставшим. Путешествия, конечно, меняют. И также Москва-Питер. Я очень люблю Санкт-Петербург, особенно оттуда уезжать. Но Питер дает другое ощущение, другое время. То есть я приезжаю из Москвы, там все такие медленные, там все так спокойно, музыканты опаздывают на концерты, то есть никто не В ругается. Москве, Нет, в Питере. в Питере. Из Москвы в Питере, да, в Питере там все медленно, спокойно. Возвращаешься в Москву, здесь так все быстро, а ты с тем временем спокойным. Начинаешь здесь себя очень комфортно чувствовать, потому что ты видишь, как все нервничают и бегают, а тебе спокойно благодаря Питеру. И поэтому, да, путешествие это... Что для тебя, вот такой сложный вопрос, наверное, но он нужный. Что для тебя вообще настоящее искусство? Честность. Ну, то есть честность артиста либо художника. Для чего он это делает? С каким посылом? Для меня важно очень, чтобы искусство, какое бы оно ни было, чтобы оно оставляло приятный осадок. Бывают такие картины, на которые смотришь, а потом тебе не очень. Я вот считаю, что это нельзя. Потом за это люди будут отвечать. Поэтому, когда я какую-нибудь песню даже сочиняю, могу какую-нибудь строчку написать. Такое редко бывает. Ну, было, наверное, пару раз в жизни. Зачеркнуть и по-другому написать, чтобы такого не случилось. Да, это важная, наверное, тема тоже. Я об этом тоже думала, об ответственности, ну, любого человека, на самом деле, за свои слова, за свои мысли, да, конечно, но за слова и Поступки. действия И особенно, поступки. и поступки, да, особенно ответственность артистов, да, то есть, которые вещают на миллионы людей, которые там говорят что-то, пишут в своих песнях или сочиняют, и как это потом на самом деле влияет на массы, да, то есть мы не говорим, то есть о каком-то маленькой группе людей, это масса людей, и да, это... Какая музыка, какое искусство, такие Мгм. люди. Да, это точно. Ну или, наверное, наоборот, какие люди, такое и... Нет, Нет? я думаю, нет. Специально делается искусство таким, чтобы были такие люди. Да, я поэтому слушала вот твою композицию, как, сейчас скажу, как она, Ой, «Серое я небо». знаю, как. «Серое небо», и Мгм. подумай, но там и там, и там есть вот этот аспект, да, о мыслях, да, о том, как мысли формирует нашу реальность на самом деле, да, и как мне понравилась фраза, вот это «мысли твои прямо в тебе рождают тьму, рождают мглу», да. Но точно так же они же могут родить и свет, Да, и радость, и любовь, и супер, супер. именно об этом, да. На То есть, самом деле, еще я сейчас вспомнил, что если говорить об искусстве мгм, и о мире в целом, сейчас сильно очень перечеркивается искусство. Э, Есть такой фильм «Социальная дилемма». Мне он очень понравился, и было и так понятно, я это знал как бы изначально, но все равно стало яснее. Фраза, что сейчас ложь продается там в 30 раз, по-моему, лучше, чем правда. И вот это, конечно, убивает искусство. Но настоящее искусство, оно не может умереть. Я не верю в людей, которые говорят, я вот был музыкантом. Слово «был» не подходит. Если ты музыкант, ты ничего не сможешь сделать. Если ты поменяешь профессию, ты просто себя будешь чувствовать плохо. м, И еще к искусству и ко всему. Когда артист любит себя больше, чем музыку, либо творчество, которое он делает, вот я всегда против этого. Тогда страдает музыка. И уходит вот эта тонкость, моменты, когда вот волшебство появляется. И
те люди, которые делают музыку, но не любят это, вообще любое дело на самом деле, надо делать с любовью. Если есть вот это ощущение э, любви к тому, что ты делаешь, тогда будет это легко делаться и будет настоящее искусство. Супер, супер, очень классно. Вау! И большое спасибо тебе, Алекс, за то, что ты с нами сегодня был, за то, что дал столько супер полезной информации для Artists and Angels, и мы большим удовольствием выложим это видео онлайн на нашем канале, и надеемся, что много людей его посмотрят. Большое спасибо. Очень благодарю, было приятно. Зовите снова. Информации еще много.